Люди, работающие в сфере защиты животных, наверняка каждый день испытывают боль, особенно когда животные не только остаются брошенными, но и страдают от ужасных травм. Одна из таких историй произошла в Арканзасе. Кто-то оставил щенка, которого позже назвали Гуляшем, в таком ужасном состоянии, что на момент, когда его нашли спасатели, у собаки почти вся шерсть выпала из-за демодикоза, превратившего ее тело в одну большую язву. Щенок по кличке Гуляш был найден брошенным с демодикозом, из-за которого его тело превратилось в одну большую язву. Когда Рошель, основательница благотворительной организации, впервые увидела фотографию собаки на Facebook, она пришла в ужас. Гуляш едва ли был похож на собаку, поскольку был почти полностью розовым. Из-за клещей демодекс у него выпала шерсть, а кожа стала очень грубой и чувствительной. Такая чесотка прогрессирует медленно, и обнаружение собаки в таком состоянии является чистой воды пренебрежением по отношению к первому владельцу, у которого она была, объяснила Рошель, отметив также, что, хотя собака была тихой и замкнутой из-за боли, она все равно виляла хвостом. В приюте, где в тот момент находилась собака, возникли поистине огромные проблемы, поэтому щенка срочно доставили в Масс-Миссион. Мы знаем, что у него сильно ослаблен иммунитет из-за чесотки, поэтому он очень слабый, написала спасательная организация в своих социальных сетях сразу после получения собаки. Он обречен на смерть там, где он находится, поэтому давайте вернем ему шансы, чтобы он попытался пережить этот ад, в который его вергли. Спасение дается с каждым днем все труднее, а сегодня оно стало еще труднее, но мы станем той мягкой посадкой, которая ему нужна, чтобы не случилось, добавили они, попросив людей поделиться их постом и пожертвовать столько, сколько они могут, поскольку спасение Гуляша может обойтись в тысячи. Прошло совсем немного времени, и множество замечательных волонтеров и сторонников вмешались, чтобы помочь собаке в ее выздоровлении. Помимо большой любви и заботы, в спасательном центре Масс-Миссион в Миссури Гулаш получил столь необходимые лекарства для борьбы с клещами демодекс и множество успокаивающих ванн, чтобы помочь его коже наконец начать заживать. Он никогда не переставал вилять хвостом, поделилась Рошель. Одна из наших специализаций – чесотка, и мы спасаем эти особые типы собак с 2009 года, и они – одни из самых красивых переходов, которые мы здесь видим, добавила она. Спасательная команда спешила с облучением Гуляша, потому что они знали, что это поможет щенку быстрее найти хозяев, но неожиданно получили хорошие новости в середине процесса его выздоровления. Собаке не пришлось больше ждать, потому что один из волонтеров влюбился в Гуляша во время его лечения. Женщина решила взять щенка к себе домой, где она сможет заботливо выходить его, чтобы он снова выздоровел. Прошло всего несколько месяцев, и внимательный уход окупился, шерсть собаки успешно отросла. Теперь, когда кожа Гуляша зажила, а его милый характер соответствовал его красивой внешности, щенок был готов начать поиски вечной семьи, но его приемная мама так безумно влюбилась в него, что сама его усыновила. Спасательная команда не только помогла собаке выздороветь, но и найти новую любящую семью. Гуляш, наконец, кажется, живет долго и счастливо. Собака обожает прижиматься и играть со своей новой пушистой семьей. Он любит поездки на машине, любую еду, всех других животных, любые игрушки и обнимашки, сказала его приемная мама. Он спит со мной в кровати каждую ночь и храпит, как взрослый мужчина, добавила она и отметила, что Гуляш очень любящий и всегда рядом с ней. Женщина поделилась, что она искренне благодарна за него, потому что у щенка самая добрая душа, и он, честно говоря, самая любящая собака, которую она когда-либо встречала. Всегда удивительно видеть фотографию, да, а затем те, что были намного позже, поделилась Рошель и отметила, что собаки так разительно меняются, когда уходит их тьма, потому что после выздоровления они снова становятся яркими и счастливыми. Вероятно, не все знают, что у большинства приютов и служб спасения нет ни ресурсов, ни времени, чтобы оказать специализированную помощь такому количеству нуждающихся собак, и, к сожалению, в результате многих животных усыпляют. Масс-Миссион пытается дать этим собакам шанс на выздоровление, а также заботливую и любящую среду.
И как прекрасно показывает история Гулаша, маленькая, но трудолюбивая спасательная организация и ее преданные волонтеры определенно вносят огромный вклад.